Еще одна страна вступает в войну на стороне Ирана. Неожиданное решение, которое может изменить все. Гордость флота идет ко дну. Самый большой потопленный корабль со времен Второй мировой. Требование немедленной капитуляции. Россия угрожает следующему соседу. Насколько серьезны обещания Кремля теперь? Президент распускает парламент, страна уходит в политический кризис в один из самых сложных моментов и может потерять возможность вступления в Евросоюз. Об этих и других самых главных событиях к утру субботы 7 марта. Все, что имеет смысл, то, что действительно важно и интересно, в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Начинаем. Информация, которая может перевернуть представление о конфликте и о всей системе безопасности в мире. Громкие обвинения пока со страниц медиа, но с железными доказательствами. Интересно, как на такое отреагирует Вашингтон. Россия напрямую участвует в войне на Ближнем Востоке. И как думаете, на чьей стороне? Москва передает Ирану разведданные, которые используются для ударов по американским войскам. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на 3 чиновников США. По их словам, Москва передает Тегерану информацию о расположении военных объектов США, включая корабли и самолеты. Один из источников назвал эту помощь довольно комплексной операцией. Американские власти официально пока это не подтверждают, но по данным источников Москва может рассматривать такую поддержку как ответ на помощь, которую США оказывают Украине. Аналитики считают, что российская космическая разведка могла повысить точность иранских атак, в частности, ударов по системам раннего предупреждения и командным пунктам. С начала конфликта Иран выпустил тысячи дронов и сотни ракет по объектам США, а США и Израиль, в свою очередь, нанесли удары более чем по 2000 целей на территории Ирана. Мощнейший удар, один из самых мощных за последнее время. Израильские ВВС поразили секретный бункер под Тегераном, который использовался руководством Ирана. По данным Цахал, в атаке участвовали около 50 истребителей. Подземный объект располагался под несколькими улицами правительственного квартала столицы и имел сеть входов и помещений для совещаний. Израильская армия утверждает, что верховный лидер Ирана Али Хамнеи погиб еще до того, как смог укрыться в этом бункере. Но другие представители руководства продолжили использовать объект. Вместе с тем, в армии говорят о практически полном уничтожении иранского ударного потенциала. Мы нейтрализовали и уничтожили более 60% пусковых установок баллистических ракет. Это значительное достижение, которое снижает ущерб для тыла и спасает множество жизней. После завершения этапа внезапного первого удара, в ходе которого мы добились превосходства в воздухе и подавили систему баллистических ракет, мы переходим к следующему этапу кампании. Каким будет следующий этап кампании, пока неизвестно, но Дональд Трамп уже огласил свои условия окончания боевых действий. Можно предположить, конечно, что он посмотрел на растущую стоимость нефти или угрозу миграционного кризиса в Европе, но, скорее всего, нет. Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции. После этого и после выбора великого и приемлемого лидера мы будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения и сделать его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран снова великим. В Европе уже начинают беспокоиться, ведь эта война может привести к всплеску неконтролируемой миграции. Война на Ближнем Востоке может продлиться до выборов в США. Непреклонность Вашингтона может не прямо подтвердить эти опасения. Дональд Трамп заявил, что Иран пытается выйти на переговоры с США на фоне ударов по территории страны. По его словам, представители Тегерана звонят и спрашивают, как заключить сделку. Но он ответил, что они немного опоздали. Я еще раз призываю всех членов корпуса стражей исламской революции, военных и полицию сложить оружие, иначе их просто убьют. Сейчас время встать на сторону иранского народа и помочь вернуть свою страну. И вы окажетесь, по сути, на правильной стороне истории. Вы будете в полной безопасности с полным иммунитетом, либо столкнетесь с гарантированной смертью, и я не хочу этого видеть.
absolutely guaranteed death. Трамп заявил, что американская операция разрушает ракетные и беспилотные возможности Ирана. Он также утверждает, что за 3 дня была уничтожена значительная часть иранского флота – 24 корабля. Зачем это было слушать Лионелю Месси – это вопрос. Президент США также призвал иранских дипломатов по всему миру просить политическое убежище и, цитирую, «помочь создать новый и лучший Иран». Конец цитаты. Ну а те, к кому он взывал, отказались комментировать эти заявления. Вместе с тем, в США говорят, что не находятся в состоянии войны с Тегераном, который, к слову, сдаваться не очень-то и собирается. У нас нет иного выбора, кроме как положить конец присутствию Соединенных Штатов в районе, окружающем Иран. Мы сказали американцам и нашим соседям, если они хотят положить конец существованию величайшей цивилизации на Земле, древнейшей непрерывной цивилизации на Земле, тогда у нас нет иного выбора, кроме как положить конец существованию и присутствию Соединенных Штатов в районе Персидского залива. США, пока иранская власть собирается выбить их из региона, потопили гордость иранского флота. США подтвердили атаку на иранский дрон-носитель «Шахид Багири». Израильские и американские источники называют его одной из ключевых морских целей первых дней кампании. Этот корабль ввели в строй только в 2025 году. Он был переделан из контейнеровоза в морскую платформу для дронов и вертолетов и считался важным символом новых амбиций Тегерана в море. По данным американских военных, это крупнейший военный корабль, уничтоженный со времен Второй мировой войны. Неожиданная акция в самом сердце режима. В Москве полиция задержала десятки граждан Ирана, которые собрались у станции метро Саларьево и праздновали ликвидацию аятоллы Али Хаменеи. Собравшиеся скандировали «Спасибо Соединенным Штатам Америки» и не реагировали на требования полиции разойтись, якобы. На задержанных составили протоколы за участие в несогласованной акции. Большинству назначили штрафы, а предполагаемому организатору, женщине-стоматологу, которая пригласила людей через Инстаграм, дали 10 суток ареста. При этом сами участники утверждали, что это была не акция протеста, а просто встреча знакомых. Механизм угроз активизировала и Россия, то ли обозначая свою следующую цель, то ли просто делая вид, что все еще грозны. Кремль заявил, что планы Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории приведут к росту напряженности в Европе и будут рассматриваться Россией как потенциальная угроза. Мы их действительно видели. Это заявления, которые ведут к эскалации напряженности на европейском континенте. Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии. Причем уязвимости, которые спровоцированы такими действиями властей Финляндии. Дело в том, что размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры. Финляндия, которая имеет длинную границу с Россией и сохраняла нейтралитет во времена Холодной войны, вступила в НАТО в 2023-м после начала широкомасштабной войны РФ против Украины. Теперь Хельсинки рассматривают возможность отмены давнего запрета на размещение ядерного оружия, что может открыть путь для него на территорию страны в случае войны. История со взятием в заложники украинцев в Венгрии получает свое продолжение и реакцию от Евросоюза. Берлин все жестче давит на Будапешт. Глава МИД Германии заявил, что Украина остается главным приоритетом безопасности для ФРГ и потребовал от Венгрии прекратить блокировать помощь Киеву. Сейчас крайне важно, чтобы правительство Венгрии наконец отказалось от своей обструкционистской позиции в отношении 20-го пакета санкций ЕС и кредитов 90 миллиардов евро. Речь идет об оборонных возможностях и свободе всей Европы, а также о человеческих жизнях в Украине. Скажу это еще раз совершенно ясно. Это неприемлемо. Венгрия придает собственную борьбу за свободу в Европе. В Будапеште же оправдывают свое вето тем, что Украина якобы намеренно перекрыла поставки по нефтепроводу «Дружба». А вот задержание украинских инкассаторов и обвинения против них никак внятно не объясняют. Министр иностранных дел Венгрии попробовал описать позицию, но вышло не очень уверенно. Говорит, цитирую, «С января через Венгрию было перевезено в общей сложности $900 миллионов и 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков».
Мы требуем объяснений, почему украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию такое огромное количество наличных денег. На что используются эти деньги? Чьи они? Эти деньги перевозятся через Венгрию транзитом или иногда они здесь останавливаются? И возможно ли, что кто-то использует эти деньги в Венгрии или использует их здесь от чего-то имени? Что сейчас происходит, попробовал описать адвокат задержанных украинцев, но его так к ним и не пустили. Если о судьбе 5 известно, то что с другими 2 и, главное, о деньгах и золоте тоже никто ничего не говорит. Ряд медиа опубликовали информацию о том, что среди задержанных мог находиться экс-генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов, который ранее возглавлял Центр специальных операций по борьбе с терроризмом Службы безопасности Украины. По имеющейся информации, их собираются выслать из страны. На данный момент это все, что известно. Мы пытаемся попасть в здание. Мне только что позвонили и сообщили, что контртеррористический центр не располагает информацией о том, что они находятся здесь, в этом здании. То есть сейчас полный хаос. Похоже на начало информационной операции перед выборами с целью показать, что злые украинские спецслужбы пытаются либо вербовать венгров, либо подкупать их, либо устраивать диверсии. Но это только предположение. Будем следить за ситуацией вместе с вами, а вы пока пишите в комментарии, что, по вашему мнению, происходит. Президент распускает парламент. Сразу после провала голосования страна уходит на полную перезагрузку. Парламент Косово должен был выбрать президента до полуночи четверга, но оппозиционные партии бойкотировали голосование. По законам Косово, если парламент не может избрать президента, автоматически назначаются новые парламентские выборы. Конечно, граждане не хотели выборов. Эта ситуация возникла из-за того, что Ассамблея не выполнила свою конституционную обязанность. Никто не должен желать нового политического цикла, особенно в момент, когда стране нужна стабильность. Но страну до этого довели безответственные люди с опасными намерениями. Это продлевает политический кризис в стране, которая стремится вступить в ЕС. Новые выборы станут уже 3-ми за чуть более чем год. Несмотря на победу партии премьер-министра Альбина Курти самоопределения на выборах в декабре, правящей коалиции не удалось обеспечить участие оппозиции в голосовании за президента. Самые важные советы о том, что подарить на 8 марта, раздают российские депутаты. Правда, советы странные. Да и депутаты странноватые, но тем не менее. Первый лучший подарок, который вы можете дать своей женщине, это беременность. Подарите ей беременность, это самое лучшее и незабываемое, что вы можете ей подарить. На 2-м месте, не хотите так, хорошо, подарите ей копию своего военного контракта, чтобы пошли защищать Родину. Кажется, чтобы подарить беременность на 8 марта, нужно было начинать готовиться заранее, но Милонову виднее. А в прошлом выпуске крупнейшая государственная кража и захват заложников в центре Европы. Россия, похоже, готовит новое вторжение под угрозой демократический порядок в Европе, и Кремль может пойти на крайние шаги. Параллельно из Вашингтона приходит сигнал, который многие воспримут как сенсацию. Торговлю с РФ частично разблокировали. А Трамп бьет по своим и увольняет одного из самых лояльных членов команды. В России тем временем распространяют лайфхак, как можно не платить за коммуналку. Объясняем, что это такое и чем это может закончиться. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже вечером.